Странная работа сенсоров приближения, довольно скромная автономность, приличные габариты, марки, кейс и наушники с дешевыми девайсами и редкими мобилками наподобие Pixel 4 имеют рассинхрон в играх и просто конский ценник в магазинах моей родины. Лучший девайс-аксессуар, который выгружал за последние полгода Huawei. И это не сарказм, я после их покупки даже Huawei P40 Pro купил, без Google сервисов, так они мне зашли. Сейчас расскажу почему. Tube 596, всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь ценят ваше время, у меня обзоры без лишних слов. Подписывайтесь с лайком, читайте описание, чтобы участвовать в розыгрышах, которых всегда много на канале. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Honor FlyPods 3. Также их называют Honor Magic Earbuds. И то же самое это Huawei FreeBuds 3i. Вот такие вот три названия у одной модели. Начну под распаковку с главного. Эти наушники интересны для вас и меня в первую очередь не хорошим звуком, комфортной посадкой, программой, анимацией, нормальным микрофоном, великолепной сборкой и качеством материалов. И даже не тем, что они могут быть подключены к нескольким девайсам без переподключений. Обо всем этом я расскажу вам далее подробнее, и это часто встречается. Основная их плюшка – наличие активного шумодава. И если эту функцию за ту же стоимость вы видели у меня в обзоре на наушники Oppo W51, обзор на них в правом верхнем углу вашего экрана, то за эту цену Huawei запихали туда еще и функцию прозрачности. И ближайший их конкурент с данной плюшкой стоит ровно в 2 раза дороже. Но не будем о супер ушках. Топ-5 наушников с шумодавом я сделаю на следующей неделе, если вы мне в комментах напишите, что он все еще вам интересен. Благо, из 150 обзоров на наушники есть уже из чего выбирать. А вот теперь упаковка. Большая, царская, хуавеевская. Просто супер ларец. И для новеньких мне очень редко дают девайсы магазины. Наверное, слишком много критики. И когда я говорю, что что-то из девайсов мне местами заходит, это проходит через мой карман. Иногда, конечно, мне попадаются спонсоры, но, к сожалению, не в этом случае. Такая вот оговорка от того, что ушки, конечно, топовые по сумме качеств. И скрывать это я не планирую, так что хейта мало. Летим дальше. Вскрыли. По пакингу минимализм яблочников не особо поражает воображение, хотя по функциональности у AirPods Pro, конечно, упаковочка удобнее. Не нужно тащить в рюкзаке, можно закинуть прямо в карман. Комплект у Honor'ов. Инструкция, кабель зарядки Type-C, комплект амбушюр 4 разных вида, гарантийный талон, наушники и бокс. Здесь небольшая оговорка. Сразу проверьте все амбушюры. Возможно, вам на разные уши понадобится разный размер, так как звуковод здесь необычный и под необычным углом. Неизвестно, как конкретно ваши уши устроены. Это необычные затычки. Но как вы понимаете, если Huawei смогли реализовать шумодав во вкладыше в Huawei FreeBuds 3, здесь они однозначно знали, что и как делать. Выложили ушки, рассматриваем бокс. Здесь идут небольшие недостатки. Кейс настолько большой, что довольно заметен в кармане. Габариты бокса 34 мм на 27 мм и на 76 мм. Вес целых 50 граммов. Бокс глянцевый, скользкий, но в меру. От тряски не откроется. Одной рукой открыть можно и достать наушники тоже. Емкость 410 мАч, царапинами покрывается моментально. У меня почти хватило на 3 полные перезарядки наушников, чуть-чуть осталось, чтобы 3-й раз перезарядить. Люфт у крышки минимален, собран супер. Есть кнопка сопряжения рядом с входом Type-C для его зарядки и 2 диода индикации подключения и заряда. Кейс можно заряжать только по кабелю, беспроводной зарядки у них нет. И фейл. Зарядный кейс со временем в режиме ожидания расходует батарею до 10% в день, что официально подтверждает служба поддержки Huawei. И это совсем печально и непривычно, такое редко встречается. Заряжается кейс до 100% за 2 часа по кабелю. Заряд бокса проще всего увидеть в анимации, если подключать к телефону Huawei, либо через программу Huawei iLife. Приложение работает на любом андроиде, на iOS его, правда, нет. Основная польза программы — можно обновлять прошивку наушников, что, кстати, я настоятельно рекомендую сделать. Из коробки наушники отрабатывают не самым лучшим образом. В программе также можно настраивать функции двойных тапов и нажатие и удержание на каждый наушник. У сенсоров функция на один тап отсутствует как таковая. Функции: воспроизведение, пауза, перелистывание треков, активация голосового помощника, активация шумодава или звукопроницаемости. При том, что увеличение и уменьшение громкости, как вы уже заметили, в этих функциях нет. Наушники, если присмотреться, видны в места соединений. Габариты довольно приличные, аккуратными ушки не назвать, но подростку при правильном подборе амбушюр должны подойти по размеру. На каждом амбушюре есть
есть гравировка размера, что довольно круто и непривычно. Редко такое встречаешь. Размеры внушительные, 40 мм на 22 мм и на 16 мм. В ушах сидят комфортно, вес одного наушника тоже серьезный, около 5,5 граммов. Чаще наушники намного легче. Но в ушах располагаются по принципу AirPods Pro. Забываешь про них довольно быстро. Нет периода привыкания. По мне, очень удобное решение. Внутри каждого наушника 35 мАч батарея, хватает ее на 3 часа работы на 70% громкости при активированном шумодаве и на 3,5 часа без активированного шумодава. Заряжаются в боксе наушники за 1 час. В каждом наушнике приличные 10-мм динамические драйверы, наушники легко сбросить к заводским настройкам, кодеки только AAC и SBC. Защита от влаги и пыли скромная, IP54 и только у наушников. В шторке телефона также виден заряд наушников, а не только в программе и не только в анимации у Huawei. Bluetooth версии 5.0 с Huawei P40 Pro и iPhone 11 Pro Max работали как часы. Ни заиканий, ни глюков. С Pixel 4 наблюдались заикания в местах обилия Wi-Fi сетей. Также неплохо наушники работали с OnePlus 7T Pro, тоже без глюков. Заметных задержек в YouTube и PUBG по мне нет. Вот вам пример. В серединке добавлю еще одну плюшку и еще один минус. В ушах есть сенсоры приближения. Так вот, на айфоне они у меня вообще не работали. Плюс на андроиде при вынимании любого наушника музыка автоматически встает на паузу. А вот при помещении наушника обратно проигрывание необходимо снова запускать двойным тапом или с носителя. Автоматически оно не запускается. А суперской функцией я здесь считаю способность сопрягаться с несколькими девайсами и без бубнов и переподключений. Наушники подключаются к тому сопряженному устройству, у которого просто включен Bluetooth. Каждый раз переключаться нет нужды, нет необходимости каждый раз сбрасывать настройки наушников. По мне, для данного форм-фактора микрофоны не лучшие, но достойные. Суперскими не назвать, но они однозначно неплохие. Вот вам пример их работы. Пример работы микрофонов Honor Magic Buds рядом с дорогой. Небольшой ветер, машин довольно мало. Иду, не останавливаясь, мимо меня проезжает на данный момент УАЗик. Если вы меня хорошо слышите, значит микрофоны неплохо работают. Вот сейчас мимо меня проехало 2 автобуса. Пример работы микрофонов Honor Magic Buds в помещении с малым количеством мебели, высокими потолками и сумасшедшим эхом. Если вы меня неплохо слышите, вот примерно так будет слышать вас собеседник. Но напоминаю, что с любыми беспроводными наушниками в помещении проблем не бывает. Не помню таких, чтобы прям сильно ужасно работали. По звуку в режиме шумодава звучание насыщенное, не то что у AirPods Pro. А вот в режиме прозрачности все плохо. Примечательно и нехорошо, что в режиме активированного шумодава, который не настраивается как Huawei FreeBuds 3 вручную, а работает автоматически, наушники начинают выдавать заметную задержку в играх. Может программный глюк и его исправят, а может задумка такая. Наушники очень четко реагируют на эквалайзер. Если у вас есть привычка настраивать все под себя, это вам сильно поможет. Шумодав на 70% громкости справляется даже с гулом электрички в метро. Вы будете чувствовать только ее вибрации. С телефонами Huawei и Honor звучание бесподобное, но хуже, чем Sony 1000 и Anker Liberty Air 2 Pro. И без шумодава немного хуже, чем AirPods Pro. Звук глубокий, бас хорош. Хорошая середина и верха не выпирают. Очень сбалансированный звук для такого форм-фактора. Многим не хватает громкости, но, как я понял, это глюки прошивки некоторых телефонов. У меня таких проблем не было. Подозрительно неплохо уши играют даже с бюджетными телефонами Xiaomi, которых у меня море. Но к помехам они с ними крайне чувствительны. Вообще, на всякий случай, можно даже скачать приложение по усилению звука на мобильном. Звук. Фонового шума нет, на эквалайзер реагируют адекватно, на максимальной громкости не хрипят, диодов в наушниках нет. На улице ветер выдает сторонние шумы, но не сильно при активированном шумодаве и опять же только при сильном ветре. Приложение iLife, напомню, отсутствует на iOS-системах.
во-первых, вы можете все настроить на андроиде, потом подключить к iOS. Но, как вы прекрасно понимаете, либо вам придется выбрать активацию шумодава, либо активацию прозрачности. Третьего не дано. Сразу две эти функции не завести в настройки. Все, что ниже Bluetooth 5 версии, работает с наушниками нестабильно. Я покупал уши за 6200 рублей, с кэшбэком у меня получилось чуть меньше 6000. Цена по ссылке в описании к видео без всяких кэшбэков на данный момент 5600 рублей. С купонами реально купите за 5200, что в долларах около 59, даже без кэшбэков. Резюмирую, советую. Малая автономность и заточенность под Android компенсируется отличным звуком, качеством шумодава и внешним видом, не говоря уже о наличии функции прозрачности. А учитывая, что они стоят в 3 раза дешевле, чем AirPods Pro, это однозначно лучше, при том, что многие из этих AirPods Pro по отзывам переходят на Honor и даже рады этому. Хотя по звуку все-таки Apple по мне лучше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите топы на канале. Последний был 2 дня назад и ссылка на него в правом верхнем углу. Там был топ-10 наушников, напомню, 2020 года. Только новинки. Пишите, что еще купить на обзор в комментариях. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.